Один мешок цемента разорвался, но это не самая большая трагедия в нашей жизни. Итак, помимо цемента, песка и щебня, мы еще взяли 2 доски. Это как раз доделаем центральную грядку в теплице. Пока мы здесь их положим, уголком мы будем выравнивать углы, потому что, вот смотрите, примерно вот такая кривизна. Нужно будет уголок ставить, потом полосой обваривать, чтобы тоже стены не лопались у нас, так сказать, стянуть это все. По периметру пройдемся 2 раза, вот, а уголками все выровняем. Но также хотим заняться уже вот этой площадкой. Кто знает, то это наша будущая беседка. Вот, нужно залить вот этот слой. Вначале выровняем все, хорошенько утрамбуем, потом будем заливать. И в наших дальнейших видео вы обязательно это увидите. Наконец-то мы сегодня приступим к нашей средней грядке в теплице. Сейчас хорошенько пройдусь рубанком эту доску, обработаю пропиточным лаком, чтобы оно дольше сохранилось. Вот. И уже будем потом подрезать и закапывать. Ну, наверное, 6-метровую доску у меня не получится сразу обработать, потому что она гуляет, даже если струбцинами я зажму. Поэтому, наверное, отрежу напополам, да? Ну, или вот длину грядки. Беня себе приготовил укромное местечко. Да, Беня? А я потом буду бетонировать что-нибудь. И буду там находить скрытые сокровища или бомбы. Так, сейчас хорошенько пропиткой пройдусь. Она подсохнет, и можно уже скручивать эту грядку в теплице. Давай, зарывай, Беня. Всегда так приятно работать с деревом, когда оно свежее, пахнет. И ты, когда еще работаешь на свежем воздухе, вообще приятно. А мы затопили дачу, вернее комнату. Нужно будет теперь все это переделывать, ремонтировать. Намокли обои. Я даже не знаю, высохнут, выровняются ли они. Ой, какой ужас мы натворили. Все высохло, и вот так обсыпается почти весь потолок. Так что придется переделывать ремонт. Ну и как бы грустно мне в тот момент не было, как блогера меня утешала все та же фраза, что для обычного человека горе, то для блогера контент. Так что скоро будет новый ремонт. Для нас обновление, а для вас новое видео. Сейчас скручу грядки, вернее грядку. А Вика потом уже будет рассаживать тут рассаду. Нам рассаду еще родители подвезли. Теперь закапываю края. Вот. Подровняю. И, наверное, мы сюда еще принесем хорошей земли с огорода. Потому что, видите, она получается такая глубокая, но земли здесь маловато. Огурцы, которые здесь у нас выросли, Вика пересадит в огород. А грядка будет по-прежнему для помидоров. Помидорные грядки, помидорная теплица у нас выйдет.
Я в этом году не нарадуюсь своей теплицей. Рома сейчас сделал 3-ю грядку, и я хотела сейчас досадить рассаду помидор здесь и пересадить, вернее, огурцы. Но Рома меня предупредил, говорит, не спеши пока, давай немножко подождем, потому что сейчас приближаются у нас холода. Поэтому сейчас поспешу и досажу рассаду помидор здесь на грядку, ну, с огурцами пока немного подождем. Высадила рассаду помидор. Это уже почти последняя рассада. Я все успела, управилась. Так, и там, где мы уберем огурцы, пересадим, на том месте я высажу вот свою рассаду. Поэтому вот такая красота у нас в этом году. И Ленина рассада, моей подруги, смотрите, какая она уже высокая, растет очень быстро и обрастает листиками, поэтому сейчас тоже их обрежу. Если их не обрезать, то здесь будут джунгли. Я этого стараюсь не допускать. Периодически делаю обрезку листьев на рассаде помидор. И покажу вам рукколу. У меня взошла руккола. Наконец-то, ура! Решили в рацион добавить побольше зелени, рацион питания. И вот такая маленькая, но тоже очень быстро она взошла. Я ее полила, она грязненькая такая стоит. Но тоже здорово. И вот здесь у меня, видите, есть место свободное. Я хочу здесь посеять укроп. Потому что укропа у нас в этом году почти нет. 3 веточки на грядках у меня взошли укропа. И я их оберегаю, чтобы ни котики не затоптали. Хочу попробовать еще в теплице выращивать зелень до глубокой осени, чтобы она у нас росла. И хочу еще показать вам грядку, которую Рома оформил под огурцы. Вот так выглядит наш огородик. Все уже подрастает. И вот видите, компостная яма, которая была такой кучей мусора, как некоторые ее называли. И Рома добавил сюда земельку, перемешал все. И вот такая получилась у нас грядка под огурцы. Принялась вся рассада капусты, даже самая тонкая. И покажу, вот у меня на грядках вот так растет укропчик. Вот после полива немножко, совсем немножко. Вот здесь еще есть. Так, надо травку опять убирать. Также вот по одному росточку или кустику здесь в салате растет. И там, где чеснок, тоже. Вчера у нас прошел дождь, землю хорошо промочило, а на днях опять обещают, что будет потепление. Поэтому мы с Викочкой накрываем клубнику затеняющей сеткой. Так, а ну, держи. И туда, Давай. наматывай. Меня уносит просто. Да, держи. Вот. И это будет у нас экономить нам и воду, и наши силы. Пока Рома подтягивает сетку, я покажу, какая у нас в этом году клубничка. Посмотрите. Высокая, пышная. А самое главное, что будут ягодки. Вот тут цветочки. А вот еще, смотри. Здесь вообще много. Ой, и здесь я нашла. Так, где у тебя? Вот, смотри. О, опять целая гроздочка. Да, зависть. И вот, смотри, сюда. Вот. Ого, вот вы где попрятались. Цветы уже отцвели, теперь ягоды будут. Будем ждать. Надеемся, что
В этом году покушаем клубничку. Май в этом году такой влажный, радует дождиками, поэтому у нас и малина, посмотрите, какая пышная, налилась. И, кстати, тоже здесь очень много ягодок. Ну и здесь, как видите, Рома продолжает скашивать бензиновым триммером траву, ну а то, что остается, мы пропалываем. Но в саду мы с Викочкой всегда хотели, чтобы трава была не просто скошена по самую землю, а был такой красивый, зеленый и ровный газон. Поэтому на днях у нас появилась газонокосилка. Мы пойдем сейчас ее с Ромой соберем и потом вернемся, будем работать и делать красивый газон. Что мы только не делали, чтобы получить красивый газон. Я косила обычной косой, а Рома триммером. Результат вы видели, и газон у нас так и не получился. Поэтому было решено приобрести газонокосилку. И теперь мы получим красивый газон, да еще и мульчирование в придачу. Мы решили взять электрическую газонокосилку садовой техники Нокар от бренда Яндекс Фабрики. В сборке инструмент очень прост. И первое приятное впечатление оказал плотный травосборник. Хорошее начало для работы. Собрали мы газонокосилку, а теперь выставляем высоту скашивания. Она здесь от 25 до 75 миллиметров. Вначале поставим самую высокую, 75. Сколько ставлю? Давай 45, да? Красота, лень какая. Вырисуется ровненько. Так, поехал я обратно. Ну что, тебе нравится? Очень, Ром. Красота. Настоящий газон. Настоящий газон, да. Да. Вы вдвоем сказали. Ох. Мне еще знаешь, что нравится? Что? Мне нравится, что производители придумали вот такой крюк для фиксации удлинителя, чтобы вилка не выскакивала в процессе работы. Рома, а вот это что за кнопочка? Это такая кнопка, чтобы не было ложного нажатия. Видишь, не работает. А когда с кнопочкой... Вот тут теперь я потестирую. Давай, буду пробовать. Ты водитель, давай. Ну что, тебе понравилась новая игрушка? Ой, хороша игрушечка. У нашей газонокосилки ширина скашивания 38 сантиметров, поэтому она очень легкая и маневренная. И знаешь что, Рома, хорошо, что мы взяли электрическую газонокосилку, потому что она работает тихо, не воняет бензином и очень экономная. Так Да. что у твоего триммера появился конкурент. Не конкурент, а помощник. У нас поверхность в саду очень неровная, но для косилки это не помеха. Еще я переживал, что вот такую высокую траву газонокосилка не возьмет. А нет, она справляется отлично. Эта газонокосилка 3 в 1. Возможен сбор травы в травосборник объемом 45 литров, и здесь имеется индикатор заполнения. Еще есть задний сброс и мульчирование. Ох, полна коробочка, смотри. Ух ты! Вот это на мульчирование круто, да? Но это с семенами, мы ее пока так уберем. Вот. А следующий покос уже будет не на грядке. Это наша первая газонокосилка, она нам очень понравилась. Ссылочки для вас я оставлю в описании под этим видео. Ну, а я поехала работать и оформлять наш газон. Уголки отрезал по нужному размеру. Теперь осталось только их хорошенько прикрутить, чтобы они уже были на месте и держались. Потому что угол же тут у нас выставляю ровный, а само строение кривое, и угол будет падать. Хорошенько закрутим сейчас. Самое главное, чтобы они держались, а потом уже можно будет спокойно обваривать. О, отлично. Углы на месте, а еще я отрезал несколько железных полос. Вот. Кстати, видите, самые проблемные места. Вот этот угол почему-то всегда отходит. И если он вам видно, вот там, наверное, метр от того угла. Полосы буду приваривать как?
вот тут, с самого низу, одна пойдет полоса, а вторая под брусья. Вот здесь. Хорошенько прихвачу, приварю, а потом еще думаю, что сделать. Потом еще сделаю, просверлю отверстие и прихвачу еще на быстрый монтаж или, может быть, на какие-то другие анкера, чтобы стена держалась и за счет вот этих пластин, и также за счет анкеров. Очень надеюсь, что это хоть немного поможет укрепить наши стены. Вот такие кровельные саморезы с буром Рома сейчас использует. И будет стягивать две железные арматуры. Ну, теперь все эти уголки и пластины хорошенько обварим, и будет держаться здорово. Вчера менял батарейку в сварочной маске. Вроде бы она у меня на солнечной батарее, но всю зиму пролежала в кладовке, не заряжалась, и вот показывает постоянно низкий заряд батареи. А вчера взял, вообще не работает. Поехал на рынок, в общем, такая батарейка стоит 180 рублей, мне сказали. Вот, видите, такая кругленькая. Ну, в общем, заменил быстро, и теперь все отлично работает. Наступил долгожданный момент, и сейчас буду красить нашу полочку для летнего душа. Беня, ты сейчас попадешь под мелировочку. Красить буду аэрозольной краской, давно уже такую не использовала. Это у нас эмаль алкидная, черная матовая. Так что сейчас размешаем и будем обновлять, дадим вторую жизнь этой полке. Да, котик, Бенечка, какой ты хороший, ты подкушал, да? Ну как это? Котиков много не бывает в кадре. У нас здесь отцвели тюльпаны, и я знаю, что нужно вот эти вот головки отламывать для того, чтобы вся влага со стебельков шла не в семена, а в сами клубни. И тогда будет тюльпанчиков больше, можно будет их пересаживать, и они будут намного как больше, что ли. Вот, а эти просто выброшу. Здесь у нас тоже отцвели тюльпаны, и видите, я вот эти головки все уже пообрывала. Но если не обрывать семена, вот эти головки, то они будут такие очень большие, здоровые. Ну, как семена я ни разу их еще не использовала. А вот луковичками мы всегда пересаживаем, рассаживаем. Ну, так они лучше переносят пересадку. Беня, ну кто там тарахтит? Бень, ты куда? Вот все ему интересно. Ой, интересный такой котик. Это его первая весна где-то на улице. Ты хотел ближе к птичкам быть, да? Эти птички так и манят тебя, так и манят. Так, моя полка высохла. Сейчас мы повесим на место. Я саморезы не выкручивала. Вот, все. А я принес деревянные полки. Да. И мы сейчас примеряем, да? Где мы будем? На эту стену или на ту? Ну, здесь мы максимально вот так. На спине плаваем и брасом кролем. Я думаю, может быть, тогда их две полки здесь и поместить. Так, на уровне или чтоб одна выше. Повыше. Там то, что будет все мое. А тут что тебе под рукой. Ну и мне. Ага. Так.
То все твое, а это общее, да? Все, я понял. Хорошо. И как-то сейчас отметим, Вот да? можно смотри, вот эту верхнюю на уровне той, а эту на уровне той. Давай, да. Да? Отлично, да, думаю, будет? Ага, И как раз у нас спрашивали тогда в прошлом видео, почему мы не камень до конца, да, до верха. Потому что мы рассчитывали на эти две полки, и бутылочки я специально брала контрастного цвета, темного, поэтому я думаю, они в соотношении с белой стеной будет красиво выглядеть. А если бы мы камень поставили, то баночки и полки, все как-то сливалось, ну, некрасиво это было. Банки черные, стена белая, оно будет хорошо смотреться, а так... Ну, даже всё если бы, да, сливалось, вот взяли бы мы белые банки, ну, как-то вот оно не то пальто. Я уже так примеряла, вот именно надо было этот кусочек оставить. Нам пришла помогать. И Эльфушка к нам пришла. Жужа, заходи, моя собачка. Ты тоже решила проверить, что тут, как дела? Скажи, у вас тут теперь чисто, мы теперь будем сюда ходить. Теперь мы их тут будем купать, а? Откроем на шампуне будем. А то немножко вонюченькие, чуть-чуть. Альфа дается купаться, а вот Жужа не очень это любит. Но любят быть в чистоте. Вот хотя они уличные собаки, а вот чистое все любят. Давай, да? Альфушка, Давай. выходи, а мы будем полки вешать. Да, давай лапу. Лапу, молодец. Ей еще кажется, что она маленькая, и она хочет все время, чтобы Рома ее носил на ручках. На ручке, ага, я ее не подыму. Да кабан такой, килограмм 30-35, ух, кабанчик, хорошенький, ух. Бекнула, Это да? был обед. Обед вылазит. Маленький запустой. Много мяты у нас получилось раздать нашим друзьям и близким. Мяты еще немножко тут осталось. Это, наверное, мы себе посушим. Раз никто не забирает, все, кто хотел, им мы уже отвезли и отдали. Здесь сбоку даже есть вот пару веточек мелисы. Тоже пахнет. Супер. Нарежем, насушим и будем потом чаи гонять. Вообще такой аромат насыщенный. Вот это мы сейчас ее срежем, потом еще, наверное, через месяца два она еще больше будет. Потом еще раз можно будет срезать. Главное, чтобы ее ничего не съело. Всякие жучки, там, тля, еще что-то. Я сейчас срежу. Наверное, еще через, может быть, пару дней обработаю ее от этих насекомых и от болезней. А пока подойдет время опять ее срезать, она уже очистится от этого всего. Сушить будем в зале, вот на этом столе. Сейчас высыплю все и буду общипывать. Да, тут пахнуть будет. Будем ходить чумные, наверное, несколько дней. Ну, спокойные точно будем ходить. Да. Нам, кстати, знаешь, Рома, еще Мелиска, лянь. мелиска, я смотрю, листики попались. Давай. Красота. Мы ее отдельно посушим. В садике, вот я не знаю, может быть, зрителям знакомо такое, когда я была в садике, воспитательница родителям предлагала сделать подушечки. И там, чтобы добавить мятку, вот мелису, ну, каждый родитель свою там траву добавлял. В общем, на сон час нам клали эти подушечки вот прям нам на подушке, и мы вот засыпали. Ну, Это будет все.
мы не проснемся. Но если А подушечки были такие мы такое размерами. себе сделаем, то так и будем. Вставать будем Ну, не в 7 утра, а в час дня. Чистить тоже очень легко. Раз. Вот эти верхние. Обрываешь. Дрынь. Сейчас зрители скажут, ну вот, Рома опять работает, а Вика за Вика кадром. красивая. Да, нам такие тоже комментарии писали. Ну, возможно, так и кажется, но за Рома кадром работает, а Вика... Вика красивая. Да? Да, был такой комментарий. Вика за кадром монтирует видео, которые Рома снимает, готовит новые проекты, переписывается с менеджерами, отвечает на комментарии. Это же работу тоже кто-то должен делать, правильно? Это точно. Теперь мяту хорошенько распушу по всему столу, чтобы она хорошо просыхала. Несколько лет назад мы нарвали очень много мяты, разложили на столе вот таким слоем, и она у нас не просохла, а как засохла или даже чуть-чуть подгнила и испортилась, в общем. Так что таким лучше тонким слоем хорошенько ее распушить, окно открыть, чтобы комната хорошо проветривалась, и думаем, будет все здорово. А на этой неделе к нам приезжал наш друг, который помогал нам починить и настроить наш компьютер. И Рома решил угостить его вкусной, ароматной домашней шаурмой. Рома сам ее готовит и заранее подготовил все ингредиенты. Заранее запек на гриле мясо, сделал нарезку из овощей, а твердый сыр натер на мелкую терку. Листы лаваша смазывает майонезом и кетчупом чили. Дальше добавляет все ингредиенты, ну и каждый мог сам сбалансировать, кому сколько чего добавить. Если честно, я еще люблю добавлять в шаурму чеснок. Рома же любит шаурму с острым перцем. Здесь, как говорится, каждому по своему вкусу. А как вы готовите шаурму, обязательно делитесь в комментариях своими рецептами и секретиками. Когда все ингредиенты на месте, Рома сворачивает лаваш в такой тугой конвертик и кладет на гриль запекаться в течение 10 минут. И вот спустя время сочная и ароматная шаурма готова. Если вы тоже сейчас обедаете или у вас легкий перекус, всем приятного аппетита! Кто-то тоже ждет шаурму, да? Рома, ты видел, какая у нас здесь розочка красивая? Да, вообще шикарная, такая нежная-нежная, да? Самая первая, самая красивая, да? Ох, как она пахнет. Да, И хорошо. знаете, запах такой вот, как 25-й, последний звонок, в общем. Я знаю, что всегда в школах все несли розы. Такой почему-то аромат напоминает мне этот праздник. Красивая. Класс. И вот следующее на подходе. И бутончиков очень много. У нас еще жутко холодно, так что пошла я прятаться в дом. Управляться буду в доме сегодня. Красота какая, а? Любовались розочкой, заметили, что на розах очень много тли. Да, влага и холод, и поэтому они так Атаковали розы, да? налипают. Будет дождь, не будет, обработаю, а может потом еще после дождя. Все-таки После капает. дождя, да. Ну ничего, все равно побрызгаю. Мгм. Божалко, на каждом бутончике облеплено, я прям расстроился. Ну ничего, сейчас обработаем. И потом еще разочек. И все, и не будет. Кстати, надо сделать еще вот этот фонтан. Наш фонтан лежит, скучает, краска облезла. А нужно будет перекрасить его, налить воды и запустить фонтан. Сейчас найду в кладовке здесь нужную краску. А еще здесь в кладовке я вспомнила, что у нас есть вот такое старенькое радио. Надо его сейчас вытереть от пыли.
и запустить. Скажи, зачем тебе радио? У тебя есть я. Я тебе песенку спою и сказку расскажу. Персик. Ох, и разговорчивый ты парень. Ох. Так, а пока я его хочу попробовать включить, работает оно или нет. Ух ты. Работает. Все, буду включать себе, когда буду работать в огороде. Для перекраски таза под чашу фонтана я пошла в кладовку, нашла нужную краску, также кисточку и перчатки. У меня алкидная эмаль по металлу с молотковым эффектом, цвет античное золото. Кисточка не первой свежести, но которая лежит, жалко выбросить и использовать ее некуда. Но здесь она нашла свое последнее назначение и со спокойной совестью можно ее отправить на пенсию. В таз набралась вода от дождя, ну а камешки перемешались с кусочками старой краски. Камни перекладываю в чистое ведро, чтобы их вымыть, а грязную воду выливаю и приступаю к очистке таза от старой краски. Таз очистила, хорошенько вымыла и дала просушиться. Наливаю краску в центр таза, ну а далее кисточкой распределяю по краям. Когда у меня спрашивают, не хочу ли я новую ванну сделать в стиле барокко или разбавить нотками античности. Например, приобрести не обычную раковину, а раковину в виде медного таза. Если честно, я ничего не имею против таких стилей, они мне очень нравятся. Но почти за 3 года жизни в нашей даче мне уже античность немножко поднадоела, поэтому хочется обычную современную ванную комнату, чтобы там было светло, просторно, чисто и уютно. А нотки античности мы пока оставим во дворе. А следующий этап это будет гидроизоляция пола. Вы нам о ней писали, напоминали. Гидроизоляцию буду наносить первый раз. Рома купил на рынке самую обычную, которую у нас продают. 3 килограмма стоит 1200 рублей. Я не знаю, это много или мало. Не знаю, хватит ли нам 3 килограмма на весь пол, чтобы покрыть пол хотя бы 2 слоями. Сейчас посмотрю, как она выглядит. Я знаю, что она должна быть синего цвета. О, так и есть. Ну, запах больше похож на акриловый. Наносить гидроизоляцию вот такой кисточкой. Так, ну что, погнали. Быстрее сделаем, быстрее приступим к следующему этапу. Ну, супер, кисточкой нормально наносится. Все, я нанесла гидроизоляцию. Буду ждать, пока она высохнет. И потом буду наносить второй слой. У нас пошел дождь, и я думаю, чтобы не терять время, принесла все баночки, все шампуньки, кондиционеры, масочки. Сейчас думала, все перелью в новую посуду. И тут у нас дождь, гром и молния. В общем, выключился у нас свет, и теперь я не могу снять.
Но если женщина решила, то даже отсутствие света ей не помеха. Подключила фонарь, запустила камеру и занялась этим увлекательным и довольно-таки залипательным процессом. А еще я каждый год делаю сироп, или его называют еще мед, из бузины, а вернее из ее цветков. И если мне раньше приходилось искать кусты с цветками бузины, то теперь у нас в этом году порадовал наш кустик и дал вот столько много прекрасных цветочков. Теперь ходить мне никуда не придется, ну а этот куст ранее, очень много лет назад, мы его срубили. И вот когда спустя время он дал побеги, я увидела, что это бузина, мы больше его не трогали и дали ему время восстановиться. И вот спустя годы он восстановился и дарит нам вот такие прекрасные, красивые и ароматные цветы. Веня, куда ты пошел? Пошел к соседям в гости. Уложу цветы в кастрюлю и залью холодной водой. Ставлю на плиту и готовлю отвар. После закипания варю еще минут 5-10. Далее процежу через сито и марлю, чтобы получить чистый отвар. Из полученного отвара можно сразу варить сироп. А можно остывший отвар разлить в пол-литровые пластиковые бутылки и хранить в морозильной камере. А потом в нужное время достать и готовить как чай, либо творить тот же сироп. Сам же сироп готовится просто. Добавляется сахар и немного лимонной кислоты. Точный рецепт я не оставлю, так как готовлю его по своему вкусу, но его можно найти в интернете. Сироп или мед из бузины очень ароматный и полезный, если, конечно, у вас нет на нее аллергии. Так что, если у вас тоже сейчас сезон цветения бузины, успейте собрать ее и тоже побаловать себя таким вкусным домашним сиропом. Высохла мята. Вот так она убавилась маленько. Так, а я вчера об ежевику поколола все и порезала пальцы. Вот так вот. Мяту сейчас соберу в кулечек. Вот. А потом буду травы распределять по баночкам. А вообще, знаете, хочу прикупить или пошить такие мешочки для трав. Мне нравилось, как раньше хранили травы в мешочках. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то идеи, ссылочки, где можно купить наборы таких мешочков, то обязательно делитесь, присылайте ссылочки, артикулы, вот, или фотографии в телеграм-канале. О, какой у нас тут синий пол. Ничего себе. Ничего не напоминает? Напоминает, как пол в бассейне в плавательном. А мне напомнило, знаешь, советские стены, когда вот покрывали раньше, у всех были наполовину, либо полностью вот эти вот, этот синий цвет такой. Ничего не имею против синего, но прям так, вспомнилось. А для чего я сняла полку? Хочу еще в этом видео расставить баночки на полке и немножко заняться озеленением. Купили вот такую штуку. Она у нас на рынке стоит сколько? 750 рублей. Вот, поэтому Кормушка такая, да? Да. Рома специально за ней поехал. Все получилось так, что я поехала на рынок, увидела эту штучку. Она стоила 650 рублей. На следующий день поехал Рома, но я, кстати, не купила. Но когда поехал Рома, я ему заказала ее купить, она же стоила 750. Думаю, ну ладно, для хорошего дела не жалко. Поэтому хочу сейчас здесь ее разместить. И еще одна веточка озеленения. Здесь Рома 2 самореза прикрутил для крепления. Так что сейчас повесим, посмотрим, как это будет выглядеть. Так, а теперь вешаем полку. Ой, не попала. Вот так получилось. Так, листики немного примяты, но они от влаги должны потом расправиться.
Вот как-то так их тут вытащить, чтобы было красиво. Рома, я для тебя специально сделала вот такие вот штучки, видишь, как ты любишь. Красота. Открыл Ничего себе. крышечку, так на руку налил, и все, и не мучаться с дозаторами. Спасибо. Так, и сюда. Те, что с дозаторами. Шампуньки. Так, вот эти штучки. Так, что тут еще у нас? Ладно, это пусть здесь будет. Так, Это все для душа? Ничего себе. это еще не все, я еще не все баночки заполнила. Вот, ну, сразу видно, где моя полочка, где твоя. Мы в шахте мылись только одним хозяйственным мылом. И голову, и тело, и все хватало. Ну, теперь тут баночек будет побольше, конечно. Ну да, тут еще одну лишнюю тебе поставила, ну что, для красоты. И Всё, все? да. А вот эти вот банки, которые у тебя еще остались, Ну, их это куда же- применим? это тоже поставится немножко позднее, потому что на них я заказала продукты, они еще не дошли. Понятно. Ну что, друзья, будем на этом заканчивать наше видео. Вам спасибо большое, что вы всегда с нами, что вы пишете комментарии, даете нам дельные советы. Не бойтесь, не стесняйтесь, советуйте, потому что советы у вас отличные, мы к ним прислушиваемся. А сейчас мы ненадолго прощаемся с вами, друзья, так что увидимся скоро в новом видео. До встречи! Пока-пока.